Вы на канале с обзорами книг самоздата платформы Литмаркет. И сегодня я поделюсь с вами личными итогами 2020 года. Ну что, поехали? Этот год был сложным и тяжелым для многих. Я не исключение. Но, несмотря на все преграды, у меня все-таки есть вещи, которым я очень рада. И, наверное, не сложись ситуация с пандемией таким образом, каким она сложилась, я бы, скорее всего, так и продолжила писать в стол, надеясь когда-нибудь в будущем закончить своих оборотней. Ну, во-первых, я дописала оборотни игры кукловодов, над которыми корпела с 2009 года. Согласна, срок достаточно большой, но писалось медленно, и делала я это, пока училась в институте. Было сложно найти время между учебой, личной жизнью и всем, что занимало мой мозг на тот момент. А в 2013 году, как только я начала работать по профессии, мне пришлось отложить мое скромное увлечение и погрузиться в медицину. Но если бы 2 года назад я не спалила свой собственный мозг, то, вероятнее всего, я бы так и не дописала своих оборотней и продолжила работать в дорогом сердцу отделении. Но история о том, как я выгорела, будет в какой-нибудь другой раз, не сейчас. Не будем о грустном. Закончив работу над текстом, я отправила его на электронную букву 2020 года. Как и многие, не прошла, но, скажу честно, я не сильно расстроилась, потому что на тот момент понимала, что я хочу от этой книги большего, и она мне может дать большее, если не пройдет дальше в этом конкурсе. Звучит странно, согласна. Но как бы так оно и было. Я нашла литературный сайт самиздата под названием Литмаркет. Поняла, что да, это мое, мне нравится, то есть оформление, мне нравится то, как он устроен. Мне нравится, что на этом сайте я познакомилась с огромным количеством талантливых и замечательных авторов, общение с которыми доставляет мне просто уйму удовольствия. И я поняла, что могу с уверенностью назвать себя писателем. Да, согласна, звучит приятно, здорово и греет душу. Но помимо оборотней я также написала немного за последние 5 месяцев, и большая часть это скорее доработки каких-то моих старых рассказов, или там, что я начинала, но так и не закончила, но в этом году решила, что я тебя добью. Вот. Ну что получается? У меня есть один короткий любовный роман, который можно как бы назвать еще и рассказом. У меня есть повесть. У меня есть 5 рассказов. 4 из которых это скорее мистика и темная фэнтези. Там про демонов, про потусторонний мир, если это так можно назвать. Ну, такое. Темное, мистическое. Мне нравится. Мне захотелось об этом написать. И одна сказка, которая так и называется, «Сон как сказка», о попаданке, вдруг проснувшейся в сказочном мире. Ну и как любая другая попаданка, ну, может быть, не как любая другая попаданка, но все-таки она хочет просто попасть домой. Ну что ей делать в сказочном мире? Королевство спасать? Нет, у нее своих дел
полно. В начале года, если быть честной, я даже не задумывалась о том, чтобы вести счет прочитанного. Так что попробую примерно округлить и сказать, что книг я прочитала, где-то, может, чуть больше 50. Причем больше 30 и я прочитала только за последние 3-4 месяца. И как бы все эти книги были в основном с сайта Литмаркет. В следующем году я исправлюсь, честно, и постараюсь вести рубрику «Прочитанное за месяц», где буду рассказывать о том, какие книжки я прочитала, сколько книжек я прочитала и до чего руки из планируемого так и не дошли. Под большими радостями я бы назвала написание «Оборотней и игры кукловодов», а также регистрация на сайте Литмаркет, потому что именно там я познакомилась с замечательными авторами, чьи истории порой заставляют меня испытывать такие эмоции, которые, мне казалось, я уже позабыла. К маленьким я бы причислила организацию YouTube-канала, ведение блога и социальных сетей. Мне также удалось сделать несколько разнообразных артов, но это по большей части сделано с фотографий, некоторые из которых взяты со стоков, где-то как-то скомпонованы, одна. И, то есть, да, у меня получился такой рисунок. Руку на все с нуля и еще надо набить. А там, кто знает, может, со временем и навострюсь. Самое главное – это написать вторую часть моих оборотней. Работу, кстати, я уже начала. Пока что идет все от руки, потом я это буду переписывать на компьютер. Так у меня и получается. Большие работы, я думаю, я так и буду писать. Мне так действительно проще. Легче продумать сюжет и какие-то детали, и какие-то моменты, и следить, то есть за всем. Где-то между этим всем я постараюсь втиснуть время для рассказов об оборотнях, потому что есть некоторые моменты, которые мне бы хотелось дополнить. Там просто не было возможности, не было времени, и это было просто элементарно не втиснуть. Также я думаю, что в какой-то момент попробую написать сиквел и приквел для моей Овенги, страницы, которая должна спасти мир от уничтожения демонов, пытаясь сохранить свой собственный секрет. И найти время для написания истории о попаданце. Там, я чувствую, тоже мне будет где развернуться. Понятное дело, что я продолжу читать книги коллег и рассказывать вам о понравившихся мне произведениях. Ведь о понравившейся книге сложно рассказать плохо. Разве не так? Благодарю за просмотр. И помните, если книга идет с пометкой «Сам издат», это еще не значит, что она плохо написана.